Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас совершить путешествие в небольшой и самобытный город в Израиле, древнюю Яффу. Во времена глубокой древности Яффа была важнейшим портом ближневосточного региона и также известна всему миру как непрерывно заселенный город мира. Мы едем по северной границе современной Яффы, которая вошла в муниципальную территорию города Тель-Авива с 1949 года. Тогда, после создания государства Израиль, два города были объединены, и был создан единый муниципалитет Тель-Авив-Яффа, который управляет до сих пор объединенным городом, хотя в некотором отношении до сих пор принято называть Яффу и Тель-Авив двумя отдельными городскими образованиями. Здесь можно встретить святые места, важные в том числе для паломников. Так в районе Яффы, известной как Абу-Кабир, со второй половины XIX века было основано русское подворье апостола Петра и праведной Тавифы, изначально обустроенное еще знаменитым Атанином Капустиным, начальником русской духовной миссии в Иерусалиме. Здесь Восток встретился с Западом, и при всей урбанизированной действительности современная Яффа практически слилась в одну городскую застройку вместе с южными районами Тель-Авива. Город бурно развивается, являя разнообразие оригинальных современных построек в сочетании со старинными зданиями разных эпох. По состоянию на 2008 год в Яффе проживает примерно 46,5 тысяч человек, среди которых 32,5 тысячи евреев и 14 тысяч арабов. Город входит в состав крупнейшей городской агломерации в Израиле под названием Гуш-Дан с примерным населением 3,5 миллиона человек. Название Гуш-Дан переводится как «блок объединения Дан». Такое название агломерация получила потому, что во времена Израильского царства эти места были территорией колена Дана. Так, согласно Библии, колено Дана изначально пыталось поселиться в центральной части побережья Средиземного моря. Но из-за враждебного отношения языческих племен эмореев, а впоследствии филистимлян, смогло закрепиться только на холмистной местности долины Сорек. Место их стоянки стало известно как Махане-Дан, прибежище Дана, а область, которую колено пыталось заселить, включила в себя территории от Яффы на севере до парка Тимна, израильской прибрежной равнины на юге. Чтобы проехать к старинной части Яффы и району порта, мы пересекаем несколько узких улиц ее знаменитого блошиного рынка, который в сентябре 2018 года попал на 16 место рейтинга туристического журнала Time Out, категорию самых крутых кварталов мира, где эффектно сочетается старое и новое. К северо-западу от Старой Яффы мы проезжаем к знаменитой Часовой площади, построенной к 25-й годовщине правления турецкого султана Абдулла-Хамида II в период с 1900 по 1906 годы. Здесь высится часовая башня, построенная в рамках программы строительства десятков других сторожевых башен по всей Османской империи, включая Акка и Иерусалим на территории Святой Земли. Часовую башню в Яффе вместе с другими башнями на территории Святой Земли построил богатый еврейский купец из Марокко Иосиф Бей-Мояль. Изначально часы были построены в виде двухэтажной башни с закругленными углами, а в 1911 году к ним был добавлен еще один этаж с квадратными углами. Поговорим о происхождении этимологии слова Яффа. Существует несколько версий. Библейская гласит о том, что город назван в честь Иофита, сына Ноя. Эллинистическая традиция связывает город с Иопией или Кассиопеей, матери Андромеды.
Считается, что обнаженные скалы в гавани Яффа – это то самое место, где Андромеда была спасена Персеем. Греческий историк Плиний Старший связал это имя с Иопой, дочерью Эола, бога ветра. Средневековый арабский географ Аль-Мукаддаси назвал город Яффой. Следует также отметить упоминание Яффы в египетских хрониках Эль-Амарны XIV века до нашей эры под названием Япу. Однако наиболее традиционную датировку города относят к 1800 году до нашей эры. Древний город был построен на горном хребте высотой около 40 метров с хорошим обзором на береговую линию, что давало Яффе стратегическое преимущество. С начала 90-х годов 21 века начинается новый этап в истории города. Значимые части старого города были отремонтированы, превращая Яффу в туристическую достопримечательность со старинными отреставрированными зданиями, художественными галереями, театрами, сувенирными магазинами, ресторанами, тротуарными кафе и набережными. Многие художники со всего Израиля перенесли сюда свои творческие студии. Как я уже отмечал, Яффа практически граничит с городом Тель-Авивом, в том числе по береговой линии Средиземного моря. Совсем недавно была отреставрирована прекрасная набережная, которая привлекает сюда как местных жителей, так и многих приезжих туристов и гостей города, любящих отдых на море. С недавнего времени мэрия Тель-Авива-Яффа создала специальную услугу с возможностью взятия на прокат электровелосипедов и электросамокатов, выделив им для движения отдельную транспортную линию, чем, безусловно, не преминули воспользоваться отдыхающие и путешествующие по городу люди. На отреставрированной набережной старого города Яффы существует молодежный клуб для любителей серфинга. Давайте вместе совершим в сопровождении нашей музыки небольшое видеопутешествие по набережной Старой Яффы.
Пришло время заглянуть в узкие улицы старого города Яффы, которые не перестают удивлять своей необычной асимметрией и уникальной самобытностью. Несомненной изюминкой Яффы является работа известного израильского скульптора Рана Марина под названием «Парящее апельсиновое дерево», ставшее настоящей туристической достопримечательностью. Скульптор, родившийся в Иерусалиме, выпускник Нью-Йоркской школы изобразительных искусств. Он работал там над экологическими скульптурами и проектами по охране окружающей среды. Скульптура была установлена в 1993 году и представляет собой небольшое апельсиновое дерево, которое возвышается над землей большим глиняным кувшином, подвешенным на металлических цепях к стенам домов поблизости. Дерево растет из кувшина, пытаясь его сломать. Марин стремился подчеркнуть растущий мир разделения между человеком и природой как существами, которые растут в контейнерах. Скульптура подвешена на небольшое расстояние от земли, но достаточно, чтобы увидеть ее тень, но не настолько высоко, что кажется, что она вот-вот упадет. Еще одна достопримечательность Яффы – это сад на вершине, или как еще его называют, Абраша парк, который был назван в честь заместителя мэра Тель-Авива Яффа в 70-х годах Авраама Шехтермана. Он приложил колоссальные усилия к созданию и благоустройству этого парка. Здесь посажено много пальм, на вершине холма находится скульптурная композиция «Врата веры» в виде белой 4-метровой арки. Ее композиция представляет собой несколько сцен библейской истории. Завершая сюжет о древней Яффе, история которой уходит вглубь 4000-летия, предлагаю совершить поездку по современному Тель-Авиву, городу, основанному в 1909 году, но с 1949 года имеющего с Яффой общий муниципалитет. На этом я заканчиваю сегодняшний сюжет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго и до новых встреч!